Приветствую вас, друзья! На ваших экранах очередной выпуск новостей про грядущую 17-ю альфу игры 7 Days to Die на канале Survivor. Сегодня у нас обзор последнего видео Джоэла и небольшая добавка новостей с форума. Сразу скажу, что ничего такого, о чем я не рассказывал в прошлых видео, тут вы не увидите, хотя пара-тройка интересных и подозрительных мелочей все же найдется. Приступаем. В начале видео Джоэл обращает наше внимание на то, что версия игры у него Альфа 17 сборка 77. В прошлом видео сборка имела номер 70, а это значит, что доработка игры, тестирование и исправление ошибок идут ударными темпами. Ну тут смотря с чем сравнивать, конечно. В основном видео Джоэла было посвящено обновленному освещению, но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание, и я укажу вам на них по ходу обзора. Что касается освещения, над ним все еще ведется работа, и со слов Джоэла освещение уже работает намного лучше. Я не сильно разбираюсь в том, как работает освещение в играх, потому давать тут какие-то свои комментарии не буду. Могу только сказать, что картинка выглядит намного приятнее, несмотря на качество видео Джоэла. Но вернемся к зданиям. Джоэл еще раз напомнил нам в этом видео, что в игре появилось более 75 совершенно новых зданий и были переработаны большинство старых. Многие здания, которые попали в кадр в этом видео, выглядят уже более естественно. Появилось новое оформление стен и углов, в наличии разного вида кладка, окна разного размера, формы и имеют разное оформление. Все это вносит разнообразие, и дома уже не кажутся такими однотипными коробками, как это есть сейчас в 16-й альфе. Внутри здания также претерпели изменения. Были добавлены новые элементы, такие как открытые тумбочки и шкафчики, новый холодильник и микроволновка, секционные батареи, новые светильники, картины, зеркала и прочие элементы декора. Тут стоит обратить внимание на новые зеркала, в которых теперь можно видеть отражения. Но работают отражения пока что не очень правильно, и даже в здании в них отражается не противоположная стена, а улица с деревьями. Нечто подобное я уже видел в игре Miscreated, там вместо потолка на блестящем столе отражалось небо, так что это весьма распространенная недоработка. Многие из новых зданий в 17-й альфе будут настолько старые и прогнившие, что полы будут просто проваливаться под нашим весом, что может доставить порядком неприятностей. Как вам перспектива провалиться в подвал, заполненный спящими дикими зомби или хуже того, зомби-собаками? Жаль только, что все эти проваливающиеся полы являются частью дизайна уровня и будут всегда находиться в одном и том же месте, без всякого намека на рандом, что со временем позволит нам просто запомнить их расположение и не попадаться в подобные ловушки. Работа новой системы построения путей исследования и искусственный интеллект зомби пока что выглядят не очень хорошо. Вот тут зомби сначала как-то странно шел по краю обрыва, а потом почему-то внезапно атаковал угол котельной. Видимо, котельная чем-то помешала ему добраться до игрока. Со слов Джоэла, к моменту релиза 17-й альфы все будет настроено и будет выглядеть и работать вполне сносно. Поверим на слово, но потом обязательно проверим. Из того, что мы еще не видели, но о чем упоминал Роланд в своих отчетах, можно отметить разного рода тайники в зданиях. Одной из новинок в 17-й альфе будут сейфы, скрытые за картинами. Зачем он нам это рассказал? Кстати, изображения на картинах будут генерироваться случайным образом. Сейчас в 16-й альфе картиной нельзя закрыть сейф, так как сейф не является частью блока стены, а представляет собой самостоятельный блок. В своем видео Джоэл нам показал, как при уничтожении картины на ее месте волшебным образом появляется сейф. Скорее всего, тут просто блок скрытого сейфа имеет два слоя, первый в виде картины и второй в виде сейфа, и чтобы добраться до сейфа, нужно уничтожить первый слой. Тут вот в чем прикол. Если разобрать стену ровно в этом месте, но с обратной стороны, то мы скорее всего увидим не сейф, что было бы логично, а обратную сторону картины. Это очень интересный момент. Если это решение уже работает со скрытыми сейфами, то оно также может замечательно работать и с такими блоками, как книжные или медицинские шкафы, но немного в другом виде. То есть вполне можно было бы реализовать такую фишку, чтобы внешний вид не пустых книжных шкафов отличался от пустых. Если обыскать шкаф и забрать из него весь лут, то его скин вполне мог бы меняться на скин пустого шкафа и обратно при респавне в нем лута. Нечто подобное уже реализовано в моде Medieval Mod от разработчика Guppy Core, правда там это вызывает серьезное подвисание игры. Вот такой интересный момент. Двигаемся дальше. Мосты, которые в ранних видео Джоэла можно было повредить шипами мотоцикла или джипа при заезде на них, были исправлены. Теперь мосты имеют более пологие заезды и съезды, что позволит новому транспорту без проблем их преодолевать. Кстати, пока что иконки для нового транспорта не отображаются на карте, но я уверен, что это поправят к релизу. На дне реки теперь можно наблюдать растительность, и это первые шаги в работе над подводным миром в игре. Надеюсь, что в скором времени дно рек и озер будут покрывать водоросли, затопленные лодки, машины и прочие атрибуты глобальной катастрофы. Также, что касается транспорта, и об этом я уже говорил, но не мог продемонстрировать, в 17-й альфе можно будет открывать карту, не покидая транспорт, что нам и было показано в этом видео. На карте у Джоэла появился новый переключатель, при активировании которого можно увидеть, как выразился Джоэл, читерскую карту.
В этом режиме карта полностью открыта и на ней яркими линиями показаны все объекты и дороги. Скорее всего, подобная карта будет нам доступна только в креативном режиме, но это не точно. Кстати, при просмотре карты, находясь в транспорте, в окне карты вроде как доступны кнопки инвентаря, окна персонажа и навыков. Интересно, можно ли будет их использовать также не слезая с транспорта? Например, прокачать скилл какой-то, поесть, скрафтить что-то или может переодеть персонажа. Это пока что не ясно, может эти кнопки еще заблокируют при езде на транспорте, но если нет, то это было бы очень удобно и логично. Не помню, говорил раньше или нет, но мне кажется, что в 17-й альфе при езде на транспорте очень не хватает спидометра, хотя бы для того, чтобы понимать, достаточно ли крут твой байк или может стоит его прокачать модами. Кроме всего прочего, в этом видео нам повстречался странный олень. Странность его в том, что он карликовый. Судя по ветвистым рогам, это не олененок, а уже вполне взрослый олень, но уж очень он какой-то маленький. Тем не менее, Джоэл назвал его Бэмби, то есть это таки олененок, и в игре будет также и обычный олень нормальных размеров, которого нам также удалось увидеть в этом видео. Работа над смешиванием обычной анимации зомби и рэгдоллом продолжается. Если раньше, пока зомби не встанет, он никак не реагировал на наши действия, то теперь анимацию вставания зомби можно будет прервать в любой момент выстрелом из дробовика или ударом дубины, отправив зомби в нокаут. И выглядит это очень реалистично. В одном из прошлых видео я рассказывал вам про новое поведение стервятников, и теперь у нас появилась возможность увидеть, как это работает. Сейчас мы видим, как стервятник кружит над Джоэлом и кажется, что не обращает на него внимания, и даже выстрелы не производят на него какого-либо эффекта. Но стоило Джоэлу получить повреждение, как поведение стервятников тут же с безразличного меняется на весьма агрессивное, и отбиться от них, как видите, уже не так просто. Oh, that's awesome. Look at him chasing me. That is so cool. Теперь, что касается оружия ближнего боя. Если честно, мне не очень, я бы даже сказал, совершенно не нравится новая анимация обычного и усиленного ударов. Я не знаю, какими словами передать этот ужас, но это же не удары, это какие-то поглаживания. Плюс ко всему, усиленный удар, кроме скорости анимации и соответствующей озвучки персонажа, больше практически ничем не отличается от обычного удара. Это можно описать такими словами: я не верю в то, что я бью зомби дубиной. Ну, как-то так. Теперь, что касается огнестрельного оружия. Я прекрасно помню, что разработчики заявляли по поводу частей оружия, что их в игре не будет и оружие мы будем находить в собранном виде. Но также мы все прекрасно знаем, что иногда разработчики шли на уступки и делали так, как просит игровое сообщество. Потому до выхода 17-й альфы некоторые моменты могут и измениться. Так вот, части оружия по-прежнему пока еще остались в игре, и их можно найти в креативном режиме. В видео Джоэла я заметил, что части оружия не имеют качества, но в то же время параметр качества появился у рецептов оружия. Это натолкнуло меня на мысль, что возможно части оружия могут и остаться в игре, только сборка оружия могла бы быть организована по-другому, чем это есть сейчас. Например, мы по-прежнему могли бы искать оружейные части и потом собирать из них оружие. Также мог бы быть оружейный верстак со специальной ячейкой для рецепта, и при сборке оружия его качество соответствовало бы качеству рецепта, и может быть на это как-то влияли бы навыки персонажа. А учитывая то, что части оружия в этом видео не имели качества, то вполне допускаю, что с помощью того же рецепта можно было бы разбирать оружие соответствующего качества на части, чтобы потом пересобрать, используя рецепт более высокого качества. Но это все мои предположения. Задал на форуме эти вопросы, и Газ просто ответил «да». Вот что он имел в виду и на какой из вопросов ответил, я так и не понял. Троллит, наверное. А представьте, если бы все, что я предположил, оказалось реальностью. Это, как мне кажется, было бы оптимальным решением для тех, кто хочет, чтобы в игре остались части оружия, и в то же время это никак не помешало бы ввести модификации. Если помните, дубина в игре теперь будет только одна, обычная деревянная, и сделать из нее покрытую металлом или шипованную можно будет с помощью модификаций. То же самое касается и дробовика. В игре останется только обычный дробовик, и превратить его в обрез можно будет только с помощью модов. Ну или можно будет найти дробовик с уже установленным модом обреза. Также были приработаны старые звуки выстрелов и добавлены новые. Звук будет меняться в зависимости от того, какой на оружии установлен мод. К примеру, если установить глушитель на дробовик, то звук будет уже другим. То же самое касается и других видов оружия. Не помню, говорил или нет, но в списке спавна появились легендарные зомби, какое-то животное босс и очень много торговцев. Среди транспорта, кроме того, что мы уже видели в прошлых видео, тут есть вертолет, и если я не ошибаюсь, то вот это вот, по-моему, дирижабль. Транспорт, скорее всего, будет управляться с помощью мышки, и чтобы переключиться на кнопочное управление, нужно будет зажимать правую кнопку мыши. Можете опять начинать бомбить, и я уже начал. Теперь совсем немного новостей с форума. Если я правильно понял, то в 17-й альфе можно будет окрашивать одежду.
Пока что не решено, будет ли это реализовано в виде мода или с помощью рецепта, потому в данный момент, чтобы окрасить одежду, нужно просто взять краску и переместить ее на требуемый предмет. Это может быть изменено в 17 альфе, но если не изменится, то вполне возможно будет работать именно так. Опять же, это не точно. Полоска здоровья, скорее всего, будет отключена в игре, но не будет удалена. Следовательно, те, кому понравилась идея с полоской здоровья, смогут включить ее для всех зомби, просто раскомментировав несколько строк в соответствующем файле XML. Вот такие новости 17 альфы у меня были для вас на данный момент. Друзья, нам осталось чуть более сотни подписчиков на канале, и я смогу подать заявку на ранний доступ к экспериментальной 7 Days to Die Alpha 17 и возможность показать ее вам на стримах за 1-2 недели до выхода ее в открытый доступ. Сейчас в списке на сайте разработчиков каждый из языков представляет минимум 3 YouTube канала, а то и больше, а русский язык представлен только 2 каналами. Я считаю, что русскоязычных каналов в этом списке должно быть больше. Согласны? К тому же это вполне может подтолкнуть разработчиков к тому, чтобы поторопиться с добавлением в игру русского языка. Потому, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Если подписаны, поделитесь этим видео в соцсетях, дискордах и прочих злачных местах. Времени осталось немного, и без вашей помощи у меня ничего не выйдет. Я по-прежнему рассчитываю только на вас, друзья. Ну и как обычно, увидимся в следующих видео. Всем пока.